Всем привет, с вами Оля. Сегодня я покажу, как приготовить яблочно-грушевый кекс с заварным кремом. Сочная начинка из свежих фруктов чудесно сочетается с заварным кремом. Приготовление начинаю с заварного крема. В миску выкладываю яичные желтки. Добавляю сахар и ванильный сахар. Перемешиваю венчиком. Далее добавляю картофельный крахмал и муку. Снова смешиваю венчиком до однородности. В сотейник наливаю молоко и довожу его до кипения. Горячее молоко вливаю в миску с желточно-сахарной смесью и перемешиваю венчиком. Теперь выливаю смесь обратно в сотейник. Ставлю на плитку и включаю средний нагрев. При постоянном помешивании завариваю крем. Как только он станет густым, снимаю с плитки и мешаю еще минуту. Крем перекладываю в миску. И накрываю пищевой пленкой в контакт. Убираю его в холодильник. Курагу и чернослив предварительно промыла водой. Некрупно нарезаю сухофрукты ножницами. Можно добавить к сухофруктам белый ром для аромата. Ставлю их в микроволновку на 3 минуты под закрытой крышкой, чтобы они пропарились. Переходим к приготовлению теста. В глубокую емкость выкладываю сливочное масло комнатной температуры. Взбиваю его с помощью миксера до посветления и увеличения объема. Лучше использовать масло жирностью 82,5%. Ко взбитому маслу добавляю яичные желтки, сахарный песок, перемешиваю лопаткой. Далее к муке добавляю разрыхлитель и просеиваю ее. Добавляю соль и снова перемешиваю лопаткой. В конце добавляю курагу и чернослив и аккуратно вмешиваю их лопаткой. Тесто готово. Накрываю его пищевой пленкой в контакт. И убираю в холодильник на 2 часа. Яблоко и грушу я очистила от кожуры. У груши удаляю семенную коробочку и нарезаю ее некрупным кубиком. Перекладываю в миску. Также яблоко разрезаю пополам. Удаляю семенную коробочку. И нарезаю тонким слайсом.
Перекладываю на тарелку. Достаю заварной крем из холодильника и выкладываю его в кондитерский мешок. Конец у мешка отрезаю. Перехожу к сборке яблочно-грушевого кекса. Форму смазываю растительным маслом. Размер моей формы 25 на 13 сантиметров. Достаю миску с тестом из холодильника. Убираю пленку. Беру чуть больше половины теста и укладываю его на дно. Чтобы тесто не прилипало к рукам, пользуюсь мукой. Формирую невысокий бортик, примерно 1 сантиметр. Сверху посередине выдавливаю из кондитерского мешка 2 толстые полоски заварного крема. Использую где-то половину крема. На крем выкладываю нарезанную грушу. Посыпаю корицей. Сверху накрываю второй частью теста. Сначала руками делаю лепешку. Потом распределяю ее по всей форме. По краям формы тесто утрамбовываю внутрь. Сверху посередине делаю опять 2 полоски крема. На крем укладываю слайсы яблока внахлёст. Посыпаю корицей, сахарным песком и лепестками арахиса. Ставлю выпекать в предварительно разогретую до 170 градусов духовку. Сначала на 30 минут. Затем пирог накрываю фольгой, чтобы яблоки не подгорели. И выпекаю еще 40 минут. Далее температуру снижаю до 130 градусов и выпекаю еще 30 минут. Снимаю фольгу с кекса и достаю его из духовки. Остужаю сначала при комнатной температуре. Потом прямо в форме убираю в холодильник на 2 часа. Достаю пирог с помощью кондитерского скребка, вырезаю его из формы. Переворачиваю форму и снимаю ее. Готовый кекс перекладываю на тарелку. Нарезаю на порции. И посыпаю сахарной пудрой. Советую подавать яблочно-грушевый кекс теплым, с шариком ванильного мороженого. В нем прекрасное сочетание яблок с корицей и нежного теста с прослойкой сладких груш с заварным кремом. Кекс – это один из самых вкусных и несложных вариантов выпечки для чаепития. Если вам понравился рецепт, жмите лайк. Чтобы не пропустить следующий, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик. Свои вопросы и пожелания вы можете оставить под этим видео. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!